Здравствуйте! Сегодня мы перенесемся в Исландию, чтобы посмотреть, как получают настоящий гагачий пух. Это одно из самых теплых натуральных волокон, которое только можно найти. Но стоит оно недешево. А двойное одеяло из гагачьего пуха может стоить более $8000. Его собирают из гнезд гаги, найденных в дикой природе в Исландии. Однако собрать килограмм этого пушистого материала очень непросто. Ежегодно во всем мире производится всего 4 тонны пуха. Так что же делает гагачий пух таким дорогим? Легкий и теплый пух гаги широко известен во всем мире как материал, который используется для набивки подушек и одеял, а также теплой одежды северян, альпинистов и космонавтов. Гагачий пух характеризует низкая теплопроводность, эластичность и малый вес, благодаря чему этот пух превосходит пух других птиц. Гагачий пух – это мягкое подперье обыкновенной гаги, используемое для защиты от арктических условий и ледяных морей. В период размножения этот пух естественным образом сбрасывается, и самки уток используют его для постройки гнезда. Вот тут-то и появляются сборщики гагачьего пуха. Многие северные страны заняты сбором и обработкой пуха, но первенство в этом промысле занимает традиционно Исландия. Уже в 15 и 16 веках исландские заготовители торговали пухом гаги с Англией. Заготовкой этого пуха занимались и в России. Так в 16 веке поморы заготавливали его на острове Шпицберген, а в 17 веке русские купцы среди прочих товаров завозили в Голландию и так называемый птичий пух. Каждое лето около 400 фермеров, выращивающих гагачий пух по всей Исландии, собирают его, либо беря небольшое количество из каждого гнезда, либо ожидая, пока птицы полностью покинут территорию, после чего начинают его собирать. Гагачий пух – это натуральный продукт. Когда утки-гаги покидают гнездо, они оставляют пух, поэтому если его не убирать, то он просто сдуется ветром и станет бесполезным. В Западной Исландии в районе Брейдафьорда насчитывается 240 островов. На 150 из них гнездятся гаги. Для сбора пуха между островами сборщикам приходится плавать на небольших лодках. Гнезда расположены достаточно далеко друг от друга, поэтому сборщикам приходится обследовать все острова, чтобы найти гнезда. А найти гнездо бывает очень непросто. Иногда оно спрятано между камнями, среди высокой травы или высоких растений, поэтому сборщикам пуха приходится очень внимательно смотреть, чтобы найти все гнезда. В начале мая гаги прибывают на острова, чтобы в течение 28 дней отложить яйца, высидеть цыплят и снова исчезнуть в просторах Арктического моря. На обустройство гнезда много времени не уходит. Птицы прибывают на сушу лишь перед самым началом размножения. Самки гаг часто проявляют высокую степень врожденной филопатрии. Это когда они возвращаются для размножения на тот же остров, где они вылупились. Гнездятся гаги колониями, изредка одиночными парами, начиная со 2-го или скорее 3-го года жизни. Обычно колония насчитывает от 1200 до 1700 птиц. Птицы избегают обрывистых берегов и острых скал, а в местах с неровным рельефом, расщелинами и пещерками селятся разрозненно. Колония может находиться как прямо у кромки воды, так и в нескольких сотнях метров от нее, но обязательно должна иметь пологий спуск к морю. Гаги питаются моллюсками и ракообразными, за которыми ныряют на морское дно на глубину от 20 до 50 метров, используя для передвижения под водой крылья. В условиях суровой природы Исландии яйца должны быть хорошо защищены. Уникальная способность изоляции гагачьего пуха помогает сохранить яйца в тепле на долгое время, в то время пока самка занимается поиском еды. Собирают пух в 2 этапа – в самом начале насиживания и после его окончания.
когда выводки покидают гнезда. В первом случае это происходит, когда самка покидает гнездо и отправляется на кормежку, укрыв гнездо пухом. Этим моментом пользуются фермеры, изымая от 17 до 20 граммов материала. Вернувшись назад, гага немедленно выщипывает из груди новую порцию пуха, а в случае его недостатка у самки это делает селезень. Хотя этот продукт натуральный и собран с соблюдением этических норм, добывать его не особенно практично. Фермерам приходится самостоятельно находить и вручную собирать пух в каждом гнезде. Гнездо представляет собой ямку диаметром 20-25 см и глубиной около 10 см, вырытую в торфе и выложенную редкой растительностью и обильным слоем серого пуха, который самка выщипывает из нижней части груди и брюшка. Гнездовой пух, который растет на брюшке самок, отличается по своей структуре от пуха на других частях ее тела. Этот пух длиннее, в нем большее количество бороздок, которые цепляются друг за друга, благодаря чему появляется знаменитая эластичность пуха гаги. Именно по этой причине пух собирают из гнезд и никогда не ощипывают с мертвых птиц. В день откладывается по одному яйцу, и параллельно добывается новая порция пуха. В результате к концу кладки яйца оказываются почти полностью укрытыми. Утята появляются в течение нескольких часов и в первые дни держатся возле гнезда, ловя комаров. Затем самка уводит пуховиков в сторону моря, где они кормятся среди прибрежных камней. Чтобы увеличить количество пуха, в Исландии и Норвегии существуют специально отгороженные колонии обыкновенных гаг, созданные для промышленной добычи пуха этих птиц, которые являются ценным экспортным товаром. В этих странах обыкновенная гага не является домашней птицей, подобно курице. Однако склонность к постоянным гнездовым участкам и спокойное отношение к присутствию человека сделали процесс сбора пуха относительно несложной операцией. Как правило, фермы устраиваются на небольших каменистых островах, недалеко от большой земли. И хотя сам процесс получения пуха является трудоемким, большая часть работы фермеров направлена на обеспечение безопасности уток. Одним из шагов является защита территории, населенной гагой, и попытка привлечь гагу на определенную территорию. Для того, чтобы облегчить работу по очистке пуха, фермеры строят гнезда для птиц, они собирают пух из гнезд, сделанных самими утками. Для строительства гнезд используются морские водоросли. Пух из такого гнезда легче чистить, потому что утки-гаги используют траву и ветки, строя свои гнезда, а это значительно затрудняет уборку пуха. В отличие от пуха, получаемого промышленным путем, который часто является побочным продуктом животноводства или птицеводства и включает ощипывание домашних гусей, все гаги содержатся в дикой природе. Фермеры стараются обезопасить птиц от хищников, таких как лис и норок, а также от чаек и ворон, разоряющих гнезда гаги. Для этого фермеры устанавливают по периметру отпугивающие предметы, вроде ярких флажков или громыхающих металлических предметов. Все это отпугивает хищников, а иначе защитить птиц на местности очень сложно. В России сбором пуха, в частности, занимались в Кандалакшском заповеднике до 1990-х годов. Собранный пух сдавали государству. В настоящее время сбор пуха в Кандалакшском заповеднике не производится. Как только пух собран, здесь и начинается настоящая работа. До 80% веса урожая составляют различные палочки, морские водоросли или более крупные перья. И все это необходимо удалить. Сначала гагачий пух помещают в духовку и нагревают при температуре 120 градусов Цельсия, не менее 8 часов, удаляя из него все нежелательные частицы, убивая микробов и облегчая сортировку. Затем пух проходит через несколько специально изготовленных машин, каждая из которых сортирует все больше и больше кусочков от общего объема.
В течение 20 минут машина с помощью центробежной силы очищает пух от соломы и яичной скорлупы. Большая предельная машина отделяет внешние, даже очень мелкие перья. Однако единственный способ убедиться, что каждое из этих перьев удалено, проверить результат работы вручную. Очистка гагачьего пуха вручную довольно утомительна. У опытного человека уходит около 4 или 5 часов, чтобы получить 1 килограмм очищенного пуха. После того, как все перья были тщательно удалены вручную, пух готов к стирке, прессованию и окончательной сушке. Для тех немногих людей, кто может себе позволить приобрести гагачий пух, стоит помнить, сколько нужно приложить усилий и труда, прежде чем он дойдет до потребителя. По сравнению с другим пухом, гусиным или утиным, гагачий пух более плотный, прочный и обладает лучшей изоляцией. Небольшие зазубрины в отдельных перьях гагачьего пуха задерживают воздух и делают его более устойчивым к ветру. Большая часть гагачьего пуха, производимого King Yater, королевской гагой, продается компаниями для использования своей продукции на рынке. Часть компаний изготавливает из пуха собственные подушки и одеяла. После очистки пух запечатывается в пакеты и вместе с сертификатом происхождения отправляется на предприятие для дальнейшей обработки. Перед производством пух еще раз просушивается. Затем пух еще раз проверяется на наличие примесей. В лаборатории пух проверяется на содержание жира. При изготовлении одеял используется материал батист, содержащий 100% хлопок. Эта сверхтонкая ткань очень легкая и одновременно дышащая. Одно из таких одеял состоит из 80 квадратиков, каждый из которых содержит 6 граммов пуха гаги. С помощью подсветки швы на одеяле выполняются идеально. В конце работы одеяло очищается от остатков пуха, после чего происходит окончательный контроль качества. В результате получается конечный продукт, сочетающий в себе тысячелетнюю традицию сбора пуха и современное производство. Это чудо природы весит всего 500 грамм. Продолжительность жизни гагачьего пуха составляет около 50 лет. Никакое другое пуховое одеяло не имеет такого длительного срока службы и требует так мало ухода. Это самое уютное и теплое одеяло из всех. Утки гаги строго охраняются в Исландии. Охота на них или продажа их яиц запрещены законом. Чтобы гаги не были окончательно уничтожены, они находятся под пристальным наблюдением государства. С 1970 года в Исландии существует закон, согласно которым производители должны сертифицировать весь продаваемый гагачий пух. Кроме того, при производстве некоторых продуктов, таких как одеяло, подушки или одежда, производители должны договариваться с инспекторами, обязанных проверить качество и вес изделия, прежде чем продукция поступит потребителям. Эта строгая система означает, что каждое изделие из гагачьего пуха в Исландии должно быть проверено инспектором. В других странах есть свои системы сертификации, но Исландия производит около 80% мирового гагачьего пуха, и контроль здесь очень важен. Если все сделано правильно, то в результате потребитель получает одно из самых теплых натуральных волокон в мире. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!